Стремительный выход вермахта на побережье Нормандии и открывшиеся в связи с этим возможности были полной неожиданностью для командования Кригсмарин. Штаб руководства войны на море, державший торпедные катера на коротком поводке, теперь развил бурную деятельность по формированию и наступательным действиям в Ла-Манше. Ханс Бютов 31 мая 1940 года перевел первую и вторую флотилии на новую передовую базу Хук ван Голланд, а командование группы Вест уже настоятельно предлагало ему, минуя промежуточные бельгийские базы, перевозироваться в Булонь. Бютов и сам стремился расширить район действий своих катеров, но проявлял разумную осторожность. По его мнению, Булонь нужно было сначала восстановить и оборудовать сильной ПВО. Такая важная цель не могла остаться без внимания РАФ. Бютов также отлично понимал важность подготовки новых экипажей и ввода в строй новых катеров. Поэтому отправил капитан-лейтенанта Фридриха Кимнада в Киль командовать новой третьей флотилией в составе 4 учебных катеров. Увы, уже на следующий день после перебазирования в Хук ван Голланд Кимнаде предстал перед фюрером миноносцев с рапортом о прибытии с 2 боеготовными учебными шнельботами, согласно распоряжению штаба войны на море для участия в операциях. Взбешенный Бютов, которого не поставили в известность о подобных планах, сделал в журнале боевых действий весьма нелицеприятную для вышестоящего руководства запись. От строгого взыскания его спас лишь прямой начальник, командующий разведывательными силами флота адмирал Гюнтер Лютенс. Он поддержал Бютова, заметив, что хотя приказ и не подлежал обсуждению, но командир, если видит возможные негативные последствия его выполнения, обязан сообщить об этом командованию. Тем временем война продолжалась. Железнодорожная сеть Британии физически не могла обеспечить товарооборот между столицей и портами западного и восточного побережья. Поэтому прибрежные конвои были жизненно необходимы, ведь только угля южное побережье потребляло на 40 тысяч тонн в неделю. Весной 1940 года в западной части Ла-Манша еще осуществлялись и одиночное судоходство, через канал проходили и океанские конвои крупнотоннажных судов. Немцы не испытывали иллюзий относительно того, как англичане будут драться за свою важнейшую коммуникацию. Штаб отметил, что шнельботы вскоре столкнутся с организованной обороной и систематическим морским и воздушным патрулированием. При этом авиация особенно опасна для крупных и не очень быстроходных катеров. От легких надводных сил англичан также ожидалось мощное противодействие, и штаб предполагал, что в скором времени катерам может потребоваться лидирование одиночными эсминцами или миноносцами для прикрытия. Начальник штаба, вице-адмирал Шневит, не согласился с выводами своих сотрудников, отметив на полях записи, что действия катеров совместно с эсминцами и миноносцами лишат их свободы и сведут на нет преимущества маневренности и быстроходности. Такая точка зрения возобладала и на фронте, и шнельботы никогда не проводили наступательных операций совместно с миноносцами и эсминцами. С авиационным прикрытием все было гораздо сложнее. Командиры флотилий уже столкнулись с жестоким противодействием РАФ и взывали к командованию о поддержке. Командир второй флотилии капитан-лейтенант Рудольф Петерсон указывал в журнале боевых действий: в последних 13 операциях в канале истребительное прикрытие, несмотря на неоднократные просьбы командования группы Вест, отсутствовало. Тот факт, что мы до сих пор не понесли потерь, не означает, что прикрытие не потребуется. Операции приходилось планировать лишь как короткие ночные набеги в условиях летних ночей, которые стремительно сокращались. Штаб согласился, что истребительное прикрытие днем и светлыми ночами желательно, но не обязательно. При этом штаб наотрез отказался решать вопрос с командованием Люфтваффе на своем уровне, поручив командованию группы Вест наладить взаимодействие со вторым воздушным флотом фельдмаршала Альберта Кесселеринга. В итоге генерал-фельдмаршалу отправился целый обер-лейтенант Бернард Ребенсбург, бывший командир шнельбота С-15, и Кесселингу стало ясно, что такое значение флот придает этой проблеме. Тем не менее, с начала июня 1940 года шнельботы эпизодически прикрывались истребителями, а Ребенсбург сумел наладить передачу разведданных от Люфтваффе в штаб Бютофа. Несмотря на избыток потенциальных целей и огромный размер новых охотничьих угодий у побережья Англии, которые еще не обзавелись должным охранением, далеко не каждая операция шнельботов заканчивалась успехом. Бесценный боевой опыт приходил с десятками безуспешных выходов, уклонением от атак авиации, от плавающих мин, промахами при торпедной стрельбе, знакомством с навигационными особенностями театра и судоходства противника. Как у подводников Дёница, во время проведения операции Везельбург у катерников весной 1940 года был свой торпедный кризис, когда дефектные торпеды не выдерживали глубины хода и шли по поверхности воды. Но постепенно количество операций стало переходить в качество. Выковавшийся костяк командиров катеров с отличной довоенной подготовкой стал превращаться в плеяду асов, которые уже не упускали добычу, попавшую в прицел. В основном использовалась тактика засады.
Катера, по данным воздушной и радиоразведки, выходили в район предполагаемого прохождения конвоя, где патрулировали на малых оборотах или ложились в дрейф. Группа или вся флотилия при этом делилась на пары, которые являлись низшей в основной тактической единицей. Катер командования группы или флотилии при этом ожидаемо именовался фюрербот. Пара в строе фронта контролировала пространство шириной примерно в 1 морскую милю, а дистанция между катерами составляла 500-800 метров. Подобное построение использовалось в истребительной авиации, где между ведущим и ведомым важнейшим было взаимопонимание. Такие же законы царили и у катерников. Именно поэтому, в отличие от подводных флотилий, которые являлись частично-административными единицами, флотилии шнельботов всегда были постоянного состава. Катера между флотилиями не переводились, флотилии не дробились между театрами. Тактические пары катеров одной флотилии могли передаваться другой. Ханс Бюттов, хотя и возражал против действия с неподготовленных баз, отлично понимал, что нужно расширять район боевых действий, пока англичане ждут нападения с ранее безопасных для них вод. Кроме того, ему пообещали, что в Булоне будет базироваться группа истребителей прикрытия. В середине июня 1940 года катера второй флотилии перебазировались в Булонь, где по прибытии были встречены огнем спешно созданной береговой обороны. Батарею просто не известили о прибытии флотилии. В тот же день шнельботы поздравили с прибытием британская авиация, которая трижды отбомбилась по Булоне. Один командир катера и 6 матросов погибли, были ранены 23 человека, включая еще одного командира катера. Первый же выход с новой базы в Ла-Манш показал, что организованная оборона в проливе отсутствует. Ночью 20 июня 1940 года С-19 и С-26 в свободном поиске у Данженеса обнаружили канадский пароход «Росберн». Корабль шел без какого-либо охранения. Нападение произошло буквально в паре миль от берега, на глазах берегового наблюдательного поста англичан. Несмотря на лунный свет, отлично освещающий цель, один из катеров промахнулся, но доказал, что личный счет для него не главное. Вместо того, чтобы отойти и перезарядить аппараты, он приказал открыть огонь по судну трассирующими пулями, облегчив прицеливание напарнику. Второй катер не промахнулся, и торпедированный «Росберн» выбросился на берег, стал первой жертвой шнельботов в Ла-Манше. Следующая ночь принесла и первую потерю, когда, окрыленные успехом, в поиск к Данженесу вышли 5 катеров. После полуночи сильный взрыв разворотил носовую часть С-32, который подорвался на сорванной с якоря британской или немецкой донной мине. Люфтваффе уже терроризировала каботаж англичан, и командование группы «Вест» всерьез рассчитывало установкой мощных батарей в Паде-Кале и действиями шнельботов полностью вымести врага из канала. Однако с координацией действий самолетов и катеров поначалу все было плохо. Летчики из-за различий в оборудовании и организации радиосвязи не могли поддерживать ее напрямую с моряками. Тем не менее, Бюттов лично сумел наладить взаимодействие и обмен разведданными, хотя бы на уровне соединений и подразделений. Первый тяжелый удар англичане получили 4 июля 1940 года. Океанский конвой ОА-178 из 14 судов в охранении всего лишь одного корвета вышел из устья Темзы и попал под мощный удар Люфтваффе, потопивший 3 транспорта. Еще 6 судов получили повреждения. Когда спустилась ночь, истерзанный конвой продолжил путь, уже не опасаясь атак авиации, но 4 катера первой флотилии, вышедшие из Шербура, настигли его восточнее Портленда. Шнельботы потопили пароходы Элмкрест и Кольга, а танкер Бритиш Капрал и транспорт Хардлуп тяжело повредили. Поврежденные корабли были покинуты командами, но впоследствии отбуксированы в Веймут. Это был очень весомый успех, показавший, что торпедные катера становятся фактором в торговой войне против Англии. Проводка океанских конвоев через пролив была остановлена англичанами до 1944 года, а шнельботы удостоились внимания самого Черчилля, который направил Адмиралтейству язвительную записку, потребовав разъяснений. Адмиралтейство прекрасно осознавало серьезные ситуации, поэтому перебросило в канал дополнительные торпедные катера, сторожевики и эскортные миноносцы. Но надежно прикрыть прибрежные коммуникации не удалось. Выход из войны Франции и вступление в войну Италии сильно осложнили обстановку и возможность маневра силами. В том же начале июля 1940 года немецкое командование приказало приступить к новому для катеров виду деятельности – минным постановкам. Бюттов без энтузиазма воспринял приказ, считая, что катера плохо приспособлены к подобным операциям. 26 июля 1940 года катера первой флотилии вместе с бомбардировщиками разгромили прибрежный конвой ЦВ-8. Шнельботы при этом потопили 3 парохода. Хотя командиры катеров часто в 6-7 раз завышали тоннаж потопленных судов, успехи были несомненны,
И в августе 1940 года командир второй флотилии Рудольф Петерсен, а также наиболее отличившиеся командиры Гёц фон Мирбах и Курт Фимен получили рыцарские кресты из рук самого гросс-адмирала Рёдера. Пользуясь случаем, катерники пожаловались главкому на бесполезные, по их мнению, минные постановки. Но тот со ссылкой на данные разведки заверил командиров, что подобные операции успешны и вызывают сильное напряжение мин-нейтральных сил англичан. В этот период на операции выходило обычно 4-5 катеров. Весь боеспособный состав флотилии. Число шнельботов в строю увеличивалось удручающе медленно, но ситуация постепенно менялась, и первыми это почувствовали на себе англичане. 5 сентября 1940 года конвой ФС-71 с грузом угля для лондонских электростанций, состоящий из 35 судов, был атакован после полуночи в районе банки Смит-Снолл. Результат – 5 потопленных транспортов и 1 поврежденный. Такими успехами в бою против конвоя не могли похвастаться и волчьи стаи Карла Дёница. Атака стала крупнейшим успехом шнельботов в 1940 году, весьма тревожным знаком для англичан. 10 сентября 1940 года на театр прибыла третья флотилия в составе всего лишь 4 катеров первых серий. Хотя Бюттов теперь имел на Западном театре все боеготовые катера, собранные в 3 флотилиях, и стремился массированно применять их в узловых точках, количественный состав, материальная база флотилий и оперативные штабы командования пока не соответствовали его амбициям. Для ремонта и пополнения запасов флотилии были вынуждены мигрировать между многочисленными базами Нидерландов и Бельгии. Многим катерам требовалась ремонтная работа и обслуживание в Германии. Англичане не упускали случая бомбить катера в базах, при этом возместить потери было нечем. Страдали катерники и от диверсий. 15 августа 1940 года в Остенде был взорван склад с 42 торпедами, в результате чего получили тяжелые повреждения 3 катера. Вдобавок ко всему, командование новой группы флота «Норд», в зону ответственности которой входило северо-восточное побережье Шотландии и Британии, тоже захотело иметь флотилию шнельботов. Бюттов приложил гигантские усилия и все красноречие, чтобы удержать штаб от распыления сил и так на огромном театре. Все это сопровождалось приказами о переподчинении и их отменой, конференциями и совещаниями. Катера то передавались эскорту тяжелых кораблей, то занимались спасением сбитых экипажей Люфтваффе. Точка зрения Бюттова была в итоге признана верной. Притязания группы «Норд» отвергнуты. Но все метания негативно сказывались на результатах боевой деятельности катеров. Да и зимние месяцы с сильными штормами не благоприятствовали операциям. Люфтваффе проиграли битву за Британию и восстанавливали силы перед новыми операциями. Планы по высадке на острова были отменены, а вермахт уже вовсю готовился к плану Барбаросса. Но перед тем, как повернуть на восток, немцы нанесли англичанам еще один мощный удар. Зима 1940-41 годов не была благоприятной для флотилии Бюттова. Успехи были редкими, как и выходы на операции. Погода и ледовая обстановка в местах базирования не позволяли проводить регулярные операции, а усилившееся сопротивление британского флота стало неприятным сюрпризом для немцев. Их собственный опыт по наведению катеров на конвои с помощью береговых РЛС не увенчался успехом. Зато английские эсминцы и патрульные корабли, пользуясь данными своих станций наведения и радиоперехватом, все чаще пересекали выходы шнельботов в район ожидания конвоя. Но в этот неблагоприятный для операции период флотилии отдохнули и получили пополнение из более мощных катеров, экипажи которых спокойно освоились в соединениях и поучились у ветеранов. Потерь зимой не было, и в феврале 1941 года в строю стало 35 катеров. Это позволило приступить к формированию новой 4-й флотилии, которую возглавил бывший командир миноносца Нильс Бетге. Возросшую силу шнельботов немцы продемонстрировали 25 февраля 1941 года, когда на перехват конвоя ФН-17 из Роттердама вышли 6 катеров 1-й флотилии и пара 2-й флотилии. Восточнее Лоустофа шнельботы легли в дрейф и стали ожидать идущего с юга жертву. Чтобы предупредить столкновение, в условиях плохой видимости суда конвоя часто давали гудки, которые и извещали немцев о том, что противник рядом. По воспоминаниям членов экипажей шнельботов, на позициях ожидания они действительно превращались в гончих псов, и о приближении конвоя узнавали в том числе и по резкому запаху сгоревшего в пароходных топках угля, который приносил ветер. Это был безошибочный признак того, что добыча близко. Скоро акустики британских кораблей охранения услышали мощный шум 24 винтов, ринувшихся в атаку шнельботов, и объявили тревогу. Это не спасло эскортный миноносец «Эксмур».
который в 21:56 получил торпеду в корму с катера С-33. Попадание вызвало взрыв топливных цистерн, и Эксмур оказался в безнадежном положении. Он перевернулся и затонул за несколько минут, унеся с собой командира и 103 члена экипажа. Корабль стал первой потерей среди миноносцев типа «Хант». Но своей гибелью он предупредил конвой, который резко изменил курс и избежал других потерь. В начале марта произошло событие, которое привело англичан к самому тяжелому поражению прибрежных конвоев за всю войну. Бюттов и штаб 2-го авиакорпуса согласовали процедуру наведения шнельботов на цель разведывательными гидросамолетами. Жители юго-восточного побережья Англии уже давно привыкли к ежедневным пролетам разведчика немцев и дали ему добродушное прозвище «Фламборо Фредди». Но теперь, после обнаружения конвоя, он не продолжил полет по маршруту, а оставался непосредственно над целью, постоянно передавая ее радиопеллинг и координаты. В штабе авиакорпуса переданные данные конвертировались в сетку координат Кригсмарин и сообщались атакующей группе катеров. При приближении катеров к конвою разведчик сбрасывал осветительные бомбы и разноцветные ракеты, облегчая катерам наведение на цель. Днем 7 марта 1941 года разведчик обнаружил конвой ФС-429 из 46 судов, который шел вдоль восточного побережья на юг, в устье Темзы. Первыми в район прибыли немецкие бомбардировщики, потопившие один из угольщиков. Затем в море вышла самая большая боевая группа торпедных катеров – 16 машин. Массированный удар, о котором долго мечтал Бюттов, воплотился в реальность. Его не остановило даже стремительное ухудшение погоды, которое в итоге сыграло на руку немцам. Британские разведывательные самолеты приостановили полеты. Патрульные катера тоже отошли на свои базы. Мощные шнельботы отлично выдерживали небольшое волнение, а высокая луна, временами скрывающаяся за облаками, создавала идеальные условия для атаки. Выйдя к линии британских защитных минных заграждений, немцы разделились по заранее продуманному плану. 4 катера 2-й флотилии остались за линией заграждения на случай появления патрульных кораблей, а 1-я и 3-я флотилии проникли во внутренний судоходный фарватер и внезапно развернулись прямо по пути еще одного конвоя FN-426. По несчастливому для англичан стечению обстоятельств, 2 конвоя встретились в точке, выбранной немцами для засады, и образовалось скопление из 70 кораблей. Бойня стала составил 13 133 брутторегистрационные тонны, 68 погибших и 3 пленных моряков с английской стороны. Это был самый крупный успех немецких торпедных катеров в войне, после которого юго-восточное побережье Англии обрело мрачное прозвище «Аллея шнельботов». Англичане вынуждены были реагировать переброской на восточное побережье дополнительных эсминцев и торпедных катеров. Теперь при попытке прорваться к конвою немцев практически всегда ждал нелегкий бой с повысившим бдительность охранением, которое учло предыдущие ошибки. На протяжении марта и апреля 1941 года шнельботы продолжали атаки прибрежных конвоев и минные постановки. Повторить рекорд 7 марта им не удалось, но они продолжали добиваться успеха. Потопленные каботажные суда мало напрямую влияли на экономику Британии, но вся система английских прибрежных перевозок была в постоянном напряжении. Англичанам приходилось держать в метрополии крупные силы эскортных кораблей, которых остро не хватало на других театрах. Помимо нанесения собственно потерь противнику, это был и основной итог деятельности шнельботов в ходе осады Британии. Как и в случае с подлодками, на один шнельбот англичанам приходилось выставлять несколько самолетов и патрульных кораблей. Опыт столкновения с немецкими катерами привел к созданию новых прибрежных патрульных кораблей вроде различных ганботов типа МГБ и паротурбинных канонерских лодок СГБ, которые стали грозным противником для немцев. Первые ганботы вступили в строй как раз в марте 1941 года, и уже в апреле немцы поняли, что против нового противника требуется усиление вооружения. Однако блицкриг шнельботов на западе подошел к концу. В мае 1941 года все 3 флотилии были выведены в рейх для участия в операции «Барбаросса».
а их место заняла новая 4-я флотилия, состоявшая всего из 5 катеров. Только в ноябре 1941 года флотилии и ветераны вернулись в британские воды, где им предстояла нелегкая борьба с опытным противником, который сполна использовал предоставленное ему время. Эти дуэли постоянно продлятся почти до самого конца войны, и водам английского побережья предстояло стать ареной еще многих ожесточенных схватках маленьких кораблей, которые остались в тени сражения в океанах. Друзья, спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если тема торпедных катеров вам интересна. Посмотрите и другие видео по катерам на данном канале. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось. Еще услышимся, друзья, в новых роликах. До новых встреч. Пока-пока.